Всем привет! Привет, мои дорогие! Хочу сказать, не знаю что. Я очень рада вас здесь всех ощущать. Видеть не могу, но ощущать могу. Наконец-то пришла та минута, когда я села, когда меня никто не дергает, не трогает, и я могу начать вязать этого рогатого оленя, так же, как я один раз сказала, слона с хоботом. Или завтрак по вечерам. Ой, кошмар какой-то у меня в последнее время встречи. Это, наверное, жара так сильно на меня действует. Или этот вирус долбанный, корона. Слава богу, у нас его нету. Но мы вчера были на озере. Называется озеро не Лютензee, а Ильзee. И вы знаете, смотря на это озеро, столько, сколько было людей вчера здесь, в Германии, да, такое ощущение, как будто у нас короны не существует. В любом магазине, да, везде маски, везде дезинфекция, а пришли на озеро, там курятник, лежит один на другом, там столько людей, и всех корона не интересует. Но было классно, я вчера весь день провела с детьми на озере, было очень четко, вода теплая, там как раз для маленьких очень хорошо. На море не стоило ехать, потому что в пробку попадешь и хрен оттуда вылезешь, и потом приедешь на море, когда уже надо ехать домой. Итак, так что вчера у меня, к сожалению, не получилось начать это видео. Я приехала домой, капут, упала, ноги свесила и больше ничего делать не хотела. А сегодня у меня есть возможность. Сегодня у меня уже голос немножко получше, и чувствую я себя хорошо. И вроде бы при жаре 30 градусов и как-то простуда отходит. Не знаю, откуда она взялась и как она быстро отошла, тоже не знаю. Вот. Ну, сегодня я начну с вами вязать этого рогатого, да. Кое-какие части я уже связала. Да, девочки, смотрите. Короче, схемка, она бесплатная. Принадлежит она Марии Устюшкиной. Я надеюсь, правильно я проговариваю имя. Если нет, я извиняюсь. Устюшкина Мария. Вот. Все ее данные я напишу, девочки, под видео. Сколько, что и как я использую, где можно взять схемку. Схемку можно скачать бесплатно в интернете. Просто задаете «Олень Рудольф» по мастер-классу Марии Устюшкиной. И эта схема бесплатная, если вы ее скачиваете себе. Или также можете скачать в группе у автора. В знак благодарности за то, что мы вообще получили добро на этого прекрасного животного. Вот. Так, ну что, давайте начнем. Я вам сейчас покажу, что я уже связала. Я связала ухо, я связала, самое главное, один рог у этого животного, да. Мы еще один такой будем вязать. Потом я связала руку и я связала ногу. Вот так оно все выглядит. Он будет достаточно такой громоздкий, я вам сказала, да. Извиняюсь, если я иногда кашляю здесь, я стараюсь сдерживаться. Но если не могу, то не могу. Итак, какие я буду брать крючки? Крючок номер 5 я буду использовать, да, в этот раз. У меня уже не видно до такой степени, я его весь стерла. Крючок номер 5. И у меня еще с тобой рядом есть один крючок номер 3,5. Для чего 3,5? Для вот этой вот обвязки. Вы можете эту обвязку также сделать из простой пряжи. Ну, я имею в виду пряжи Хималая также, да, чисто белую обвязку, у кого этой пряжи нету. Но мне захотелось немножко пушистика такого, у меня пряжа такая есть, поэтому я использовала ее. Сейчас вам все покажу. Итак, для тела, сейчас где эта схемка, сама мордаха его, вот так он выглядит. Для тела я буду использовать пряжу номер 317. Вот эта пряжа. Для тела. Так, для ботиночек и варежек использую 318 красный цвет. Потом использую я коричневый для рогов, или для рог, или для, короче, для рогов. Пусть если неправильно, то вы знаете, что я имею в виду. Буду использовать 337 для рогов, для рог. Блин, не знаю, девочки, не знаю, короче, для рожек я буду, для рожек я использую вот эту пряжу, девочки, 337.
Он еще, по-моему, не такой уж сильно взрослый, поэтому рожки у него маленькие. Он еще счастливчик. Так. Дальше. Что-то меня сегодня прибило. Не знаю, что такое. Вот для этой обвязки или вы используете Хималая Дольфин белым цветом, или же я взяла вот эту пряжу. Я не знаю, как она у вас в России называется, по-моему, травка. Но травка, она прям такая волосатая вся, у нее прям вот такой ворск, такой длинный, да. А это совсем другая идет пряжа, абсолютно другая. И я не знаю, как она называется, она, ну, все равно, это немецкая пряжа, я не думаю, что у вас там где-то такая есть. Я использую ее. Но это не травка, это другая, что-то подобие такого. Посмотрите качество, я думаю, вы по качеству можете себе найти. Вот эту пряжу обыкновенный белый акрил. Использую их вдвойне, ну, я имею в виду эту и эту вместе, крючком 3,5. Почему вместе? Потому что, во-первых, когда вы ею вяжете, всегда я вам даю совет. Если вы вяжете травкой, да, сейчас, Стелла, подожди. Если вы вяжете травкой, всегда добавляйте по такому же... с таким же цветом параллельно одну тоненькую нить. Тогда вам будет намного легче вязать травку, потому что в вязке вы будете видеть эту белую ниточку тоненькую, и вы будете видеть, куда вам вводить крючок. Это вот такой один тип мне дала Эмка. И вот только так я вяжу, если мне нужно там с травкой вязать, да. Поэтому здесь я тоже добавила вот эту нить для того, чтобы, во-первых, видеть травку, и для того, чтобы она была более-менее плотной, чтобы она не отделялась от Хималая, да, тогда она не будет так сильно стягиваться здесь и это. И получается, что эту белую нить, ее вообще не видно, видно только травку. Ребята, а как вы уже видите? У меня тут спонсор стоит. Как вы уже видите, лайк и этот колокольчик и кнопку подписаться жмите обязательно. Ой, девочки, извините, у меня здесь свой спонсор, он прокачивает мой канал как может. Чувствую, я через лет 5 так она ко мне подойдет и скажет: мам, тебе не кажется, ты мне должна? Вот. Короче, она везде успевает, этот ребенок, она меня в покое нигде не оставляет. Я думала, здесь минута есть. Какой фиг, блин. Так, итак, приступим к работе, не будем отвлекаться. Ребенка я там отвлекла, тазик с водой налила, она у нас на террасе плюскается. Кстати, да, вот все лето прошло, бассейна такого никакого не покупала. Как куплю, у меня же кошки в доме, они выходят, им так нравится своими когтями об этот бассейн, и бассейн можно выкидывать. И вот я уже сколько раз выкинула, в этот раз думаю, ладно, сейчас жара, надо ребенку купить, чтобы мне время было, чтобы она здесь плюскалась. А сегодня воскресенье ничего не могу. Так что вот в тазике я там набрала, в котором вещи после стирки закидываю, че ребенку еще надо. Да ничего, она счастливая, так жара такая, блин. Я бы сама в этот тазик не знаю, как бы залезла. Ой, кошмар. Короче, девчат, вяжем с вами руку, да? Для этого я беру, надеюсь, я смогу вязать, у меня все как-то вот клеится, все так не очень, такие ощущения хорошие на руках везде, да? Все жарко так. Как вы там в России, в Казахстане это все выдерживаете, я не знаю, потому что мы уже отвыкли от этого. У нас очень редко такая жара, в основном всегда сырость, и все всегда недовольные, всем всегда солнца не хватает, а когда солнце приходит, все опять недовольные. Короче, здесь народ такой, хрен угодишь. Ну и мне тоже. Вот. Я бы хотела сейчас дождик, грозу. Я вообще люблю такую погоду, знаете, когда сидишь на террасе и дождь льет. Ну, немножко душновато, но пасмурно. Вот такая погода. Не знаю, почему она мне так нравится. Вот. А ты сидишь и слушаешь, как по крыше тун-тун-тун-тун. Вообще, что у меня не туда поперло, не в сторону вязки, девочки. Ой, кошмар. Короче, руки. Одну я уже связала, да, сейчас покажу вам, как другая вяжется. Для этого мы берем не 2 крючка, а 1 крючок номер 5, делаем кольцо амигуруми и вывязываем 6 столбиков. Я надеюсь, у меня крючок будет скользить, потому что в данный момент у меня ничего не скользит. У меня все клеится. 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. Теперь мы вяжем. Это у нас мы сейчас вяжем палец большой, да? Большой палец. Теперь мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка. Итак, 3 раза. Ой, 1 столбик,
1 прибавка, столбик, прибавка и последний раз столбик, прибавка. Так, у нас с вами сейчас 9 столбиков. Далее мы вяжем 3, 4, 5. 3 ряда 9 столбиков без изменений, да? Вот этот пальчик. 3 ряда теперь вяжем, потом нить закрепляем, обрезаем. Вот смотрите, девочки, я провязала 3 ряда 9 столбиков. Теперь я нитку просто соединительной петлей вытягиваю, затягиваю и сюда ее внутрь прячу. Это большой палец. Так, вяжем руку, вернее, вот эту часть. Остальные, это называется остальные 4 пальца, да? Варежку. Для этого мы берем кольцо амигуруми, вывязываем 6 столбиков. Раз. Не хочется вязаться вообще, я имею в виду. Смотрите, у меня руки опять трясутся. 2. Блин, как у наркомана, честное слово. Почему у меня вот такое болезнь? Это как я ее ненавижу, когда нехватка сахара. Смотрите, что творится. Я только что выпила сладкий кофе, все равно, а? 2, 4, 5. 6. Короче, девочки, я сейчас буду, да? Чаек выпью и выйду. Итак, 6 столбиков колечко амигуруми затягиваем. И теперь мы вяжем 6 прибавок. В каждую петельку или в каждый столбик вяжем 2 столбика. 2, 3, 4, 5 и 6. Следующий ряд мы вяжем, у нас сейчас 12 столбиков, да? Следующий ряд мы вяжем 3 столбика прибавкой, так 3 раза. 1, 2, 3, прибавка. 3, прибавка. И последний раз. 1, 2, 3, прибавка. У нас сейчас с вами 15 столбиков. Теперь мы вяжем 4, 5, 6, 7, 4 ряда без изменений, 15 столбиков. Нить не обрываем. Итак, девочки, провязала я эти ряды, а теперь будем соединять мы вот эти 2 детальки, да? Для этого мы вяжем по этой же детали сперва 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь берем пальчик и соединяем. Для этого там, где мы делали соединительную петлю, вводим крючок и вяжем 9 столбиков по этой первой детали, да, по этому пальчику. Затягиваем хорошо, чтобы здесь потом не было дырочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот здесь мы остановились, и теперь мы с вами будем вязать дальше по вот этой детали. Мы вяжем сейчас 10 столбиков по этой детали. Первый столбик из 10 был бы вот здесь, потому что здесь мы соединяли этот пальчик. Если я сейчас сюда войду,
и буду отсюда отсчитывать 10 столбиков, то у меня будет между пальцем и рукой в середине вот здесь дырка. Я этого не хочу. Для этого я ввожу сюда, где мы вводили или соединяли с пальцем. Сюда ввожу, не провязываю и иду в первый столбик из 10. И делаю убавку. Затягиваю хорошо. И вяжем еще 9 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Мы опять пришли на начало ряда, да? Вот у меня маркер здесь начало ряда. Вот так оно выглядит. Дальше что мы делаем? Теперь мы делаем убавки. 2 столбика, убавка, и так 6 раз. Раз, 2 и убавка. Раз, 2, убавка. Итак, девочки, мы делаем до конца ряда 6 раз, да, и у нас с вами должно получиться 18 столбиков. Если там один столбик где-то больше у вас будет, не переживайте, не распускайте 10 раз эту пряжу, убавьте просто где-нибудь так невзначай, да, все равно никто не увидит этот лишний столбик. Или добавьте, если вдруг у вас не хватает, потому что бывает, что при соединении двух деталей иногда можно лопухнуться и один столбик или где-то немножко сильно убрать, или наоборот добавить. Поэтому 6 раз делаем 2 столбика убавка, да, и выйдем на 18 столбиков. Не знаю, как у вас, у меня получилось ровно 18 столбиков, как по схеме. И теперь мы вяжем 2 ряда без изменений, 18 столбиков, да? 2 ряда без изменений. И не забывайте набивать деталь. Вязала эти 2 ряда, теперь мы делаем опять ряд с убавками. Для этого мы делаем 1 столбик, убавка. И так 6 раз. Столбик. Убавка, столбик, убавка. Так вяжем, девочки, до конца ряда. Когда мы это провяжем, у нас будет с вами 12 столбиков, и потом мы вяжем 2 ряда без изменений, 12 столбиков. 2 ряда без изменений, сейчас немножко набью его ватой. Хочу вам дать один такой совет, ну, я думаю, что вы, наверное, тоже его знаете. Но у меня привычка в такие узкие детали, да, вот, например, рога, то, что я там вязала, мы тоже так будем ватой заполнять. Если ты, например, бывает, иногда забываешься, вяжешь, а потом думаешь, блин, забыла ее набить, да. У меня, я в основном привычка, у меня всегда крючок переворачивать и вот вату туда заталкивать, да. Но очень часто вот эти вот крючки, они скользкие и насквозь прокалывают эту вату и не заполняют. Для этого у меня всегда есть один чудо-крючок. У него силиконовая такая, она как немножко клеится, знаете, вот силиконовый такой у него гриф. И ей вы заполните все, что хотите. Потому что эта вата, она прям как приклеивается, можно сказать, к этому крючку. И она очень хорошо заполняет детали. Особенно такие, как рога или еще что-то там. То, что вот я делала. Или какую-нибудь просто силиконовую палочку. Вот так вот оно выглядит. Так, дальше по схеме вяжем. Здесь мы теперь меняем нить на бежевую и вяжем один ряд 12 столбиков, да, без изменения, но за заднюю стеночку петель. Вводим за заднюю стеночку. Беру теперь цвет кожи, да, или вот этот вот коричневый, и провязываю один ряд. Эти 2 нитки обязательно провязываю вместе за заднюю стенку. «12 столбиков». И так провязываем до конца ряда. За вот эту переднюю мы потом будем делать обвязку этой травкой. Вот смотрите, девочки, я присоединила нить,
И теперь отсюда мы вяжем 19 рядов без изменения наверх. Просто 19 рядов, и у нас с вами 12 столбиков. Заполняем, обязательно заполняем. Я руку заполняла, чтобы она такая плотненькая была. Но в самом конце, да, сейчас я вам покажу, как я это делала. Вот так заполняем. В самом конце я оставила немножко воздух. Тут все плотно. Вот здесь воздух оставила, чтобы она так вот немножко гнулась, да, чтобы она не торчала потом, а вот так гнулась. До сюда я заполняла полностью все ватой. Вяжем 19 рядов наверх. Девочки, я провязала только пару рядов, но хочу сейчас показать вам, как я сделала обвязку, потому что пока еще не заполнила, я люблю ее так вот загибать, чтобы видно было очень хорошо эту переднюю стеночку, да, поэтому я иногда даже в палец засовываю, чтобы туда хорошо войти, поэтому я потом довяжу эти ряды, а сделаю сейчас с вами обвязку. Берем пряжи, как я уже сказала, да, одна идет обыкновенная акриловая, тоненькая, для крючка там 3-3,5. И у меня нету, к сожалению, этих бумажек, извиняюсь, но я использую всегда в основном остатки, и остатков очень много, потому что раньше я пряжу покупала с рук, и у меня очень много всяких таких остатков, которые хочу использовать, да. Вот, это сейчас я Хималая покупаю, а вот такие все, это у меня все без бумажек. Крючок 3,5, вот, ввожу, ну, вот здесь вот, беру эту двойную ниточку. Вытягиваю ее. Вот эту нитку, ее не обязательно провязывать вместе при работе. Я ее просто завяжу, потому что такая лохматая, она никуда не распустится, даже если вы ее отрежете. Узлом ее завязать и все, и потом я ее просто отрежу. Так, и теперь вводим и вывязываем воздушную петельку. И идем в каждую петельку. За переднюю, которая стеночка, да, была, и провязываем обыкновенные столбики. У кого этого нет, берите обыкновенную Хималая белую. Просто мне кажется, что вот это вот пушистик, это типичный такой, знаете, новогодний вид. Вот это вот, когда оно такое немножко рыхленное все. Сразу напоминает снег или что-нибудь такое, да? Ну, вы понимаете меня. Просто красивее смотрится. И спускаюсь вот сюда вниз на одну петельку. Еще раз здесь провязываю, чтобы соединить. Вот, я ее оторву, вытяну, потом завяжу один раз вот с этой хорошим таким узлом, ее все равно не видно. Вот так. И отрезать не буду, или в принципе можно даже отрезать, она не распустится, девочки, потому что если мы сейчас ее вытянем внутрь, она рано или поздно все равно вылезет. Ее можно просто отрезать. Из-за вот этой вот травки эта нитка, вы ее не распустите. Вот так вот получается. Все, довязываем 19 рядов, заполняем ватой и в конце оставляем вот такое место без ваты, складываем их вместе, но обратите внимание, где вы складываете, да, вот так оно ввязывается тело. Палец в основном, как вот у нас у всех, смотрит наверх. Также здесь этот палец смотрит вот так наверх, этот палец должен смотреть вот так наверх, да. Вот, это значит, что вот так вот вы складываете и провязываете за обе стеночки. Итак, девочки, ручки я связала. Теперь мы вяжем с вами ноги. Нога выглядит вот так. Это все здесь загибается. Вернее, она до сюда. Можете как сапожик оставить, можете согнуть эту часть, как вы потом захотите, да? Вяжем. Для этого беру я красную.
пряжу и начинаем вязать с 7 воздушных петелек. Так, набираем. Сколько здесь? 7 воздушных петелек и одна еще петля подъема так стоит. Это значит, набираем 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Во вторую петлю сюда делаем прибавку. Теперь провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В последнюю петельку мы, девочки, вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На другой стороне мы теперь вяжем 5 столбиков. Раз. Здесь придется немножко помучиться. Два. 3, 4, 5. И в последнюю петлю мы делаем прибавку. Вот тут у нас будет начало ряда. У нас сейчас с вами 20 столбиков, девочки. Сюда я делаю эту ниточку, чтобы я знала. Следующий ряд мы делаем 2 прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка. Потом провязываем, руки клеятся, блин, нитка висит на руках. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь мы делаем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем 5 столбиков. 3, 4, 5. И в конце мы еще делаем 2 прибавки. Одна и вторая. Сейчас у нас с вами 30 столбиков, и здесь у нас начало ряда, да? Следующий ряд мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка, и так 2 раза. 1 столбик, прибавка, столбик, прибавка. И теперь мы с вами вяжем 22 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22. Вот. 22 столбика. И теперь мы делаем в конце один столбик, одна прибавка. И так 2 раза. Один столбик, прибавка. Столбик, прибавка. И у нас сейчас с вами, девочки, 34 столбика. Ставим сюда маркер. Потому что в таких вот ножках можно очень быстро напутать. Так, далее мы вяжем 11 столбиков. И теперь мы вяжем один столбик, одна прибавка, и так 6 раз. Столбик, прибавка, так 6 раз. Провязала. И теперь у нас еще остается с вами 11 столбиков до конца ряда. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. У нас с вами сейчас в данный момент 40 столбиков. И еще мы провязываем один ряд с прибавками. Мы делаем сейчас 2 прибавки на пяточки, получается. Одна прибавка и вторая прибавка. И провязываем 38 столбиков. Дойдем до сюда, и у нас с вами будет 42 столбика, да? Провязываем 38 столбиков. Следующий ряд мы провязываем с вами за заднюю полупетлю один ряд без изменений, 42 столбика, да? Провязываем. Это значит, мы вводим внутрь за заднюю стеночку и провязываем так без изменения весь ряд, чтобы у нас ножка поднималась наверх. Провязываем за заднюю полупетельку. Провязываем так весь ряд. И потом провязываем без изменения 3 ряда наверх, 42 столбика, да? Сперва этот ряд до конца, и потом плюс еще 3 ряда наверх. Итак, я провязала эти 3 ряда наверх, и теперь мы делаем ряд с убавками. Провязываем сперва 13 столбиков. Провязали. Теперь мы делаем 1 столбик, 1 убавка, и так 6 раз. 1 столбик, убавка, столбик, убавка, и так еще 4 раза, да? Когда мы это провяжем, у нас останется 11 столбиков до конца ряда, и у нас с вами будет 36 столбиков. Их потом провязываем, да? 1 столбик, убавка 6 раз, и потом 11 столбиков до конца ряда. Я провязала до конца ряда, у нас сейчас с вами 36 столбиков, и теперь мы, пожалуйста, вяжем один ряд без изменений, 36 столбиков. Этот ряд провязала, и теперь мы вяжем следующий ряд с убавками. Провязываем, пожалуйста, 10 столбиков. Провязала. Теперь мы делаем с вами 1 столбик, убавка. И так 6 раз. Столбик, убавка. Провязываем так 6 раз, и у нас с вами остается 8 столбиков до конца ряда. Их провязываем также, и у нас будет 30 столбиков. 1 столбик, убавка 6 раз и 8 столбиков. Вот я провязала. Сейчас у меня находится, или вернее, у меня сейчас 30 столбиков, да? И теперь мы с вами делаем последний ряд с убавками. Или предпоследний, я даже сейчас не знаю. Вяжем 10 столбиков сперва. Да? Провязываем 10 столбиков. Вот я провязала. И теперь мы с вами делаем 6 убавок. Подряд 6 убавок. 1,
2. Хорошо затягиваем, да, когда убавляем, чтобы дырок не было. 3. 4. 5. И 6. И остается у меня еще 8 столбиков. Вяжем их до конца. У меня сейчас в данный момент 24 столбика. Давайте заполним ножку ватой. Вот такая получилась у меня красивая ножка. Теперь мы меняем нить на нить кожи, да, вот на 317. За заднюю стеночку вводим внутрь петли, вытягиваем эту, ее ложим сюда вперед и не обрываем. И вяжем сейчас другой нитью. Провязывая, да, мы вяжем ряд, 2 столбика, убавка. И так весь ряд. И все за заднюю петлю. 1, 2, 2 столбика. И убавка. И можно и так взять, но мне тяжело постоянно ее захватывать, поэтому я сделаю так. Такую убавку. Весь ряд провязываем, 2 столбика, убавка, 6 раз. Мы выйдем на 18 столбиков. Вот я провязала. Следующий ряд мы вяжем 4 столбика, убавка, и так 3 раза. 1, 2, 3, 4 и убавка. Итак, девочки, мы делаем 3 раза, да, до конца ряда. Итак, я провязала этот ряд с убавками. У меня сейчас в данный момент 15 столбиков. И теперь мы должны провязать наверх 9 рядов. 9 рядов, 15 столбиков. Когда мы вот такую часть провяжем, потом мы будем вязать вот этой вот нитью высоту сапожка, да? И потом уже дальше будем провязывать ногу в длину. Девочки, смотрите, что я вам хочу показать. Прям расстроилась, честное слово, да? Не знаю теперь, что делать. Или мне перевязывать, или оставить. Короче, вот эта красная нить, я ей что-то вязала, да, я сейчас не помню что, и распустила один раз. Потом думаю, свяжу-ка я из этой распущенной, я не стала выкидывать, свяжу-ка из этой распущенной вот эту вот ногу. И я ее связала для этого Рудольфа, блин. И теперь я эти ножки сравниваю, девочки, и у меня получается, что вот эта вот нога из нормальной пряжи, которая ни разу не была распущена, больше, чем та, из которой я сейчас вот первую ногу связала. Ну и все, у меня сейчас будут истерики. Посмотрите, девочки, она намного, блин, плохо видно, да? Но она намного больше, намного. Так вот, на ошибках учатся, да? Я не знаю, посмотрите, какая разница. Может быть, в камере сейчас плохо это видно, но вживую это реально сильно видно. Да, я не знаю, мне придется ногу перевязывать. Одно и то же количество петель, это уже один раз вязаная пряжа, да? И это чистая пряжа, не вязаная. Так вот, на моих ошибках вы сейчас научитесь, не делайте то, что сделала я. Иначе вы будете очень сильно злиться, потому что вот эту ногу, реально, я ее могу сейчас просто разрезать, да, и вытащить оттуда вату, и все. Потому что но она совсем другая получилась. Она по размеру получилась, я бы сказала, в 1 фертель. Ну, 1/3 меньше, чем вот эта нога. Ёшкин свет. А я думала, сегодня закончу видео. О, блин, троты. Так, короче, я с вами ее довяжу, потом сяду и спокойненько выпью кофе успокоительную и свяжу еще одну такую ногу. А это, к сожалению, придется мне, наверное,
Ну, выкинуть, не выкинуть, это мне надо тогда будет еще связать что-то, распустить и потом опять связать. Но это у меня крыша вообще поедет. Поэтому придется мне взять еще одну такую ногу. Да? Так что сейчас мы вяжем с вами 9 рядов наверх, без изменений. Итак, девочки, связала я вот эту вот часть. И не только эту. И заново я связала вторую ногу. И вот она, та нога, которую мне пришлось распустить. Поэтому просьба, если у вас достаточно распущенной нитки на 2 ноги, то проблем нет. Но если у вас распущенная одна нога, да, и другая идет с новой пряди, они будут отделяться очень сильно. Поэтому мне пришлось, к сожалению, ее разрезать, потому что распустить этого не удастся мне, чтобы, ну, вытащить мою вату. Вот, связала я ее заново. И чуть-чуть удлинила вот эту вот часть. По схеме мы набираем сейчас здесь петельки и вяжем 6 рядов наверх, а я на 2 ряда увеличила или удлинила, чтобы получился вот такой вот красивый загиб, как такой сапожик. Итак, мы провязали сейчас с вами 9 рядов. Да? Теперь мы вяжем, это оставляем, потому что она мешать будет, если мы будем эту часть вязать. И набираем теперь здесь петельки. По ряду вообще должно быть 24 столбика. Вот, набираем этой красной пряжи, да? Просто столбик без накида. По кругу. Вот. Вот так вот набираем. По схеме вот этот ряд и плюс еще 5 наверх. Вяжем просто без изменений красной пряжи. Я же сделала этот ряд и еще 7 наверх. У меня все вместе 8 рядов. И получается у меня вот такая большая часть. Ну, я потом ее загнула, еще в конце вяжется 3 ряда этой пряжи, да, загнула. Если я вот эти вот 3 ряда выше не провязала бы, то не было бы видно вот этой вот красной каймы. Там смотрите сами. Вообще сам сапожик получается так, что вот без этой каймы. Мне захотелось эту кайму, поэтому я увеличила на 3 ряда еще наверх. Да? По моей схеме, вернее не по моей схеме, по моему изменению я сделала не 5 рядов наверх, да? Как тут стояла? 4-5, да, не 5 рядов наверх, а 8. Так что смотрите, как вам удобнее, да? Вяжем тогда 8 рядов наверх, без изменений. Итак, девочки, я провязала 8 рядов наверх, и теперь мы будем делать смену нити на вот эту белую травку. Такое название интересное. Я когда говорю имя, говорю, господи, название травка, мне смеяться сразу охота. Хотя это дело мне вообще не знакомо, да? А почему-то сразу такие ассоциации у меня со смехом. Придумают же, блин. Ой, кошмар. Что люди про меня подумают? Вообще очень примерная девочка. Мне это я клянусь, мне это не знакомо. Но почему-то мне охота смеяться. Итак, меняем на белую нить. Затягиваем, да, хорошо. И вяжем теперь просто по кругу травкой. Без изменений. И я для этого я брала, девочки, этот же крючок номер 5, да, чтобы немножко такой он был такой свободный, волюминös, по-немецки волюминös, это, ну, такой не сильно натянутый, да. Так, вот это я потом дело просто отрежу. Мы вяжем 3 ряда по кругу. Блин, все клеится, руки клеятся. Мешает мне очень сильно. Так. Ну, вот таким методом мы вяжем по кругу.
Сейчас посмотрим, как будет выглядеть с другой стороны, я имею в виду следующий ряд, да, как можно будет видеть эти дырочки. Но по этой белой пряже можно их хорошо видеть, потому что я уже один-то связала. Уже знаю, уже бывалая. Так. Что я так долго этого оленя вяжу? Я, блин, ноги перевязывала, все перевязывала, постоянно какие-то препятствия, то одно, то второе, блин. Честное слово, девочки, я ничего толком не сделала, а сижу весь день уже за этим оленем. Так, теперь мы видим, да, вот идут следующие. Тут видно вот эту вот белую пряжу, которую я добавляла, вот эту вот. И хорошо можно видеть дырочки. Вводим и вяжем второй ряд. Ну, если честно, я даже здесь не смотрю, да, где эти дырочки, а на чуть-чуть как-то вот так вот. Я прям чувствую, что сюда надо. И все. Чуйка какая, видите? Знаю, где дырочки. Вот. Вот так вяжем и все. Девочки, провязываем еще этот ряд и еще один ряд. И потом его вот так вот загибаем, да? А вот эту часть мы здесь 9 рядов провязали. И еще нам нужно провязать 16 рядов наверх. 16 рядов, вот как тут, заполнила я до сюда, здесь у меня воздух, сложила вот так и провязала вместе, чтобы потом ввязать тело. Вообще она по схеме пришивается, но я хочу ее вязать, да? Так что вот этот ряд довязываем, потом вяжем еще один и 16 рядов наверх и закрываем. Окей? Окей. Итак, девочки, ноги связаны, руки связаны, связаны крючком, да? Вот. Будем вязать теперь уши и рога. Вот, беру на окошко. Давайте сперва мы тогда вот свяжем вот такое ушко. Руки связаны, ноги связаны. Так, где мой крючок? А вот он. Вяжем ухи. Для этого делаем, подвинем свой попец поудобнее, колечко амигуруми и вывязываем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем и вяжем один ряд без изменений, 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующий ряд мы вяжем один столбик прибавкой, так 3 раза. Столбик, прибавка, столбик, прибавка и последний раз столбик, прибавка. У нас сейчас 9 столбиков и вяжем один ряд 9 столбиков без изменений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Спрячем эту штучку сюда, то она меня нервирует. Так, дальше вяжем 2 столбика прибавка и так 3 раза, да? Мы вяжем один ряд 2 столбика прибавка, так 3 раза, и следующий ряд мы вяжем 3 столбика прибавка и так 3 раза, окей?
Вот я провязала эти 2 ряда с прибавками, у меня сейчас в данный момент 15 столбиков. Теперь мы вяжем один ряд без изменений, 15 столбиков, а следующий ряд мы вяжем 4 столбика, прибавка, и так 3 раза. Окей? Один ряд без изменения, следующий ряд 4 столбика, прибавка, и так 3 раза. Вязала последний этот ряд, 4 столбика, прибавка, и так 3 раза. У меня сейчас 18 столбиков, и теперь мы вяжем 2 ряда 18 столбиков без изменений. Да? 2 ряда 18 столбиков. Один ряд, второй ряд без изменений. Провязала эти 2 ряда, и теперь мы делаем аналогично 2 ряда с убавками. Мы начинаем 4 столбика, 4 столбика и убавка. И так 3 раза. 2, 3, 4, убавка. И последний раз. 1, 2, 3, 4, убавка. Следующий ряд мы провязываем 3 столбика, убавка. И так 3 раза. 3, убавка, 1, 2, 3, убавка и последняя убавка. Что ты хочешь делать-то? Все. Теперь мы это ухо складываем вот так и провязываем за обе стеночки. На одном ухе я отрезала нитку, а на этом я оставлю и этой ниткой пришью. Вот такой у меня получился. Такие 2 штучки. Так. Дело приближается к концу. Сегодня, наверное, я тоже буду сидеть до 3 часов ночи, да? У меня такое ощущение. Я сейчас вижу кухню перед глазами. Мы только покушали, там дети убираются. Вернее, надо заставить. Просто так сейчас дети ничего не делают сами по себе, да? Это надо говорить. Поэтому думаю, ладно, пускай у них пока сейчас все переварится, а потом я распределю задание, чтобы мама могла дальше доделать видео. Иначе я буду, наверное, всю неделю делать. Итак, вяжем рога. Вот такие красивые. Так, для этого у нас будут рога из 3 деталей. Да? Вяжем первую деталь. Первая деталь колечко амигуруми, и вывязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. Теперь мы вяжем один ряд, 1 столбик, прибавка. Так 3 раза. Один столбик, прибавка. И последний столбик и прибавка. Так, и теперь мы вяжем 4 ряда без изменений. Это 3, 4, 5, 6. Да, 4 ряда без изменений, 9 столбиков. Да? Чтобы здесь нигде маркера не ставить, я просто делаю 9 умножить на 4, 36. Считаем, вяжем просто 36 столбиков. Окей? Это намного проще. 4 ряда без изменений, 9 столбиков. Вот смотрите, я провязала эти ряды. Теперь мы делаем просто соединительную петельку. Отрываем и нить прячем.
и заполняем. И запомните, девочки, это первая часть. Это первая, да, потому что они все разные. Первая. Вторая. Вяжем колечко амигуруми, вывязываем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вяжем точно так же. Один столбик прибавкой. И так 3 раза. Один столбик. Прибавка. Столбик. Прибавка. Так, у нас сейчас с вами 9 столбиков, да, и мы теперь вяжем 3, 4, 5, 6, 8, 5 рядов. 5 рядов, 9 столбиков, да, 5 и 9, 45. Считаем просто 45 петелек и вяжем. Точно так же нить закрепляем и отрываем. Это будет наша вторая часть. Окей? 5 рядов, 9 столбиков. Вот, девочки, получилась у меня вторая часть. Также заполняем ее. Они должны быть очень плотно заполнены, чтобы прям вот плотные были, да, потому что они, когда будут пришиваться, они должны стоять у него. Висячие рога, девочки, это позор для оленя. У мужиков всегда все должно стоять, а не висеть, иначе бедные мужики. Иначе им придется термин брать у меня в праксисе. Но это чисто между нами, девочками, да? Хорошо, что мужики с нами не вяжут. Ой, ну вяжут другие женщины, которые скажут: вот Ленка пошлячка, а? Что у нее в голове? Ничего, Ленка просто любит юмор. Вяжем третью деталь. И когда оленя вяжет, девочки эти мысли, они сразу сами по себе приходят, да? Ой, блин. То кошары у меня с яйцами, то олени с рогами, то слоны с хоботами. Я вообще не знаю. Я тут ни при чем. Я эти схемы не придумала. Ой, кошмар какой-то. Девочки, ну у меня так жара действует. Это кошмар. У меня аж руки мокрые, блин. Это от жары. Обсиски вытерли и вперед. Работать, работать, еще раз работать, как Ленин сказал, учиться. Так, третья часть. Вяжем. Колечко амигуруми. 6 столбиков. Ой, кошмар. Я иногда сама себя ругаю, девочки. А потом, когда видео это прослушаю, думаю: боже ты мой, ты позоришься на весь шар земной. Ну не могу я держать свой язык за зубами, не могу. Ну натура такая у меня, натура. 2, 4, 6. Мне всегда говорили, что Ленка пиздоболка. Ой, кошмар. Короче, вяжем. Связали, да? Теперь мы точно так же вяжем. Один столбик и прибавка. Ничего не могу поделать, если я с деревни приехала. В деревне все такие простые, живые. Так. Сколько у нас тут? Я хоть не запарилась, блин, с петельками. Один столбик, прибавка. Так, смотрите, у меня опять руки трясутся, девочки. Нельзя же столько сахара кушать, это же ненормально, а? Так. 2, 4, 6, 8, 9. Страдаю я этой ерундой. Тут никто не вылечит меня. Я очень сладенькая. Мне нужно очень много сладкого кушать. Тогда у меня все хорошо. Так, теперь мы вяжем 9 столбиков
с 3 по 9 ряд, да, это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 рядов, девочки, вяжем 7 рядов без изменений, 9 столбиков. Это у нас будет третья часть, но, пожалуйста, ниточку не обрывайте, да, мы будем сейчас соединять все рога. Так что вяжите, пожалуйста, 7 рядов, 9 столбиков, и потом здесь увидимся, а я пойду опять шоколадку закину. Итак, девочки, смотрите, я связала 3 части, да, по ним видно первая часть, вторая, третья. Они идут вот по размерам, чтобы вы не перепутали. Итак, третья часть, она у нас остается. И я имею в виду, что нитка остается, мы ее не отрываем. И мы берем, сейчас я смотрю схемку, потому что я сама его первый раз только вязала. Так, мы соединяем сейчас вторую часть, вот эту вот, которая чуть больше. Мы соединяем ее там, где мы сделали соединительную нить, ну, где-нибудь здесь вот, я думаю, вот здесь. Вводим, вот так. И сразу же мы провязываем убавки, да, вот по этой части. 1 столбик, убавка, и так 3 раза. 1 столбик и убавка. Убавки я здесь буду вот такие вот делать, грубые, потому что их, девочки, не видно. Если я сейчас буду каждую петельку так вытаскивать, я здесь с ума сойду. Поэтому я делаю так. 1 столбик, убавка. 1 столбик, убавка. И еще раз 1 столбик и убавка. Вот. Следующее, что мы делаем, мы теперь вяжем вот по этой третьей детали 1 столбик, убавка, и так 3 раза. Но обратите внимание, опять же здесь соединение, да, нам нужно сейчас крючок вводить не сюда, потому что отсюда уже часть вывязана, а вот сюда. И у нас образуется дырка, поэтому я введу ее сюда, захвачу нить, но не провязываю. И иду в первую, как положено, и вяжу этот 1 столбик. Убавка. 1 столбик. Убавка. И 1 столбик. И провязываем убавку. Здесь и здесь рядом. Вот. У нас сейчас с вами 12 столбиков. Теперь мы вяжем 1 ряд без изменений, 12 столбиков. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Я еще раз посчитаю, потому что в таких соединениях иногда я могу, правда, где-нибудь одну петлю больше убрать. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все правильно. Ленка не ошиблась. Так, дальше. Теперь мы вяжем по этим же деталям, вернее, по этому ряду, да, мы вяжем теперь 2 столбика, убавка, и так 3 раза. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. И последний раз. 1, 2 и убавка. У нас сейчас с вами 9 столбиков. И мы вяжем 3 ряда, 9 столбиков без изменений. Сразу заполните здесь. Или я еще 3 ряда провяжу. 3 ряда провяжу, жу. И потом заполню его ватой. Блин. Так, девочки, я провязала эти 3 ряда. Теперь мы будем ввязывать самую первую деталь. Для этого мы берем эту первую деталь, вводим крючок там, где мы сделали соединительную петлю, и сразу же делаем убавки. Вот. Делаем 1 столбик, убавка, и так 3 раза. 1 столбик,
убавка, столбик, убавка и столбик, убавка. Так, следующее, что мы сейчас будем делать. Сейчас почитаю, подождите. Так, пообщи вяжем. Да, теперь мы делаем по этой части, мы провязываем также 1 столбик убавка 3 раза. Но здесь получается очень такая большая, нехорошая дырочка, и я бы ее убрала. Для этого я веду крючок, девочки, в этот раз 3 раза. Вот сюда. Если кто этого делать не хочет, вам придется просто пришивать дырку. Где-нибудь здесь одну, потом сюда вторую. И это идет как первая петля. И мы все вместе их убираем. Если у вас получается такое большое расстояние, сделайте лучше так. Смотрите, здесь потом дырки не будет. Иначе вам придется это все пришивать. Да? Лучше соединить это все, или, как можно сказать, стянуть это все петельками за один раз, вывязывая. И получается как 1 столбик. Вот, это мы сейчас провязали 1 столбик. И теперь делаем убавку по схеме, да? Дальше 1 столбик. Убавка. И последний столбик, убавка. Вот. Сделали. У нас сейчас с вами опять получается 12 столбиков. Теперь мы вяжем один ряд без изменений, 12 столбиков. Вот я провязала этот ряд. И теперь мы делаем последний ряд с убавками. 2 столбика, убавка, и так 3 раза. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. У нас сейчас с вами, девочки, 9 столбиков, и мы провязываем 2 ряда без изменений, и на этом наши рога готовы. Заполняем хорошо ватой, да, вот, и получается вот такая часть. Мы ее оставляем, как она есть. Здесь я нитку оборвала, здесь я нитку оставлю. И потом будем цеплять просто здесь за петлю и за петлю головы. И так вот по кругу и будем к голове пришивать. Они, в принципе, не тяжелые, они легкие, стоять они у него будут. Хочешь, не хочешь, мы их поставим. Все, рога на этом у нас готовы. Пожалуйста, еще 2 ряда. И ниточку подлиннее оторвите. Наши рога готовы.